Вот в этом видео я бы хотел задокументировать процесс замены подшипников двигателя, коленвала и подшипничек распредвала. Вот опять наш виновник торжества. Сепаратор разбит полностью. Значит, для начала требуется разобрать сцепление. Они под шестигранник на 5, да, на 5 миллиметров. Оставляю 2 болта по диагонали и завинчиваю еще один на всякий случай, чтобы пружины не выстрелили. Опа, вот один выстрелил. И второй тоже. В прошлый раз я нанес метки на нажимной диск и на упорный. Толщина составляет где-то 5,5 миллиметров. Значит, пробег 28,5 тысяч километров. Изначальное положение шестеренки, шпонка. Разгибаем стопорную шайбу. Здесь должен быть ключик на 12. Нет, на 13. Пока прихвачу, а самой шестеренкой займусь чуть позже. Далее снимаем распредвал. Для этого нужно открутить болтики, которые удерживают фланец. Вот этот ключик, шестигранничек на 4 миллиметра. Так, он пойдет или нет? Или, может, тоже прогреть надо. Винтики М6 длиной 20 миллиметров. Ну, наверное, придется воспользоваться ударно-поворотной отверточкой. Да, пошло дело. Да, что-то он так плотненько сидел здесь. Фланец освобожден, но перед тем, как извлечь распредвал, я думаю, нужно сначала вытащить шестерню привода маслонасоса, открутив вот этот большой болт. Он у меня сидит на герметике.
И вот шестерня. Винтики, удерживающие толкатели, тронут с места при помощи ударно-поворотной отвертки. Вот изготовил инструмент, свисток для снятия распредвала. Я ссылку оставлю на видео, по которому делал. Конечно, его еще доработать надо. Пошел. Выпрессовываем подшипник, значит, защищаем переднюю часть втулками, чтобы не погнуть, ну и головкой можно. И сейчас будем выпрессовывать и ловить распредвал. Подшипник распредвала 205 C3 SKF. Болт маховика М23 шагом 2 мм. Я буду использовать для съема вот такой ключ, по-моему, на 41 мм. Это головка. Но в моем случае это будет 1,5 инча. Как раз эта головка подходит под болт. Давай. Ну, а ты крути. Поднимай и опять крути. Да, крути. Ага. Что-то где-то резьба окончательно сорвалась. Блин. Все, засада. Придется резать другую. Буду резать резьбу М10 с шагом 1,25. Вот под этот болт. Пробуем опять.
Да, сальничек. Хотя не держится. Это... Я винтами достал до него. Он начал выкрашиваться. В принципе, масла здесь не видно. Немножко по болтам отпотевает. Здесь надо обратить внимание на положение сальника. Дело в том, что если его зажать глубже, то он может перекрыть маслосливные отверстия. Ну и торчать наружу он тоже не должен. То есть вот он так оригинально сидит. Новую будем ставить точно так же. Для съема шестеренки с коленвала использую двухпалый съемник Husky. Пришлось немного здесь подточить, потому что он туда не залезал. Головка упирается в коленвал. Надеюсь, пойдет легко. Вот, пошла. Извлекаем сальник. «55 на 80 на 10». Ключик на 6 миллиметров. Довольно легко идет. Интересно, что винты здесь промазаны герметиком. Это не резьбовой фиксатор, это мягкий герметик. Открываем поддон и снимаем масляный насос. Ключик на 5 миллиметров. Хорошо на герметике приклеился. Снимаем стопорные кольца. Лучше использовать вот такой вот инструмент. 9 инчей длина. Как раз достаточный захват у них. Это отверстие на 10 с шагом 1,5 для съема задней крышки.
Выпрессовываем подшипник из задней крышки. Сюда подходит вот головка на 36. Выпрессовываем передний подшипник, собственно, с коленвалом. Подкладываем под коленвал что-нибудь мягкое. Так, значит, сюда нужно сейчас найти какую-то проставку. И, в принципе, я думаю, подшипник жалеть не буду. Или по внутренней, или по внешней обойме можно давить смело. Все, он приземлился на деревяшку. Снимаем коленвал. Отверстие под шпонку смотрит вверх. Мы его наклоняем вниз. Начинаем прокручивать, чтобы шатуны вошли внутрь. Вот он таким образом у нас выходит. Вот коленвал. Здесь две отметки на нижней головке шатуна. И здесь такие же. Этот коленвал, видимо, первого поколения. На втором поколении стоит клеймо на маслоуловителе полукруг с индексом 10. Вот здесь главное сильно не царапать. Потом используем промывочку. Проверка методом треугольника. Конечно, вот при таких люфтах нужно найти определенное положение, при котором палец свободно пройдет. Вот. Ну, с другой стороны я тоже проверил то же самое. В таких люфтах вот так вот проходит. Два сквозных отверстия для смазки. На ощупь люфтов продольных нету. Вот люфт поперечный. Думаю, это в пределах допуска. Здесь ничего нащупать не удается. Для извлечения переднего подшипника коленвала буду использовать вот этот съемничек. Его нужно будет доработать. Я нашел интересное видео, как это можно сделать. Очень удобно. Значит, подшипник можно снять несколькими способами с коленвала. Например, распилить бормашинкой, использовать обхват и выпрессовать за внешнюю обойму. Ну вот, мне больше по душе способ со съемником, где мы будем его тянуть за внутреннюю обойму.
Вот виновник торжества. 208 СКФ с зазором СИД-3. Ну, перегрева вроде не было. Вот его внутренняя обойма. Вот в ней-то видны проблемы. Вот эта вот дорожка деформирована. На этом демонтаж завершен. В следующей серии будет сборка двигателя, запрессовка подшипников, шестеренок и установка коленвала и распредвала.